Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на первую декаду декабря для всех знаков зодиака. Начнем мы с Овнов. Давайте посмотрим, что вас ждет, представителей знака зодиака Овен, с 1 по 10 декабря по всем сферам жизни. Овны, первая декада декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Так, сейчас мне не умещается. Что у вас будет происходить в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность, или на чем-то делает акцент. Овны, первая декада ноября. Да, смотрите, о чем нам сказал Ленорман. Здесь вы можете столкнуться в эти 10 дней с клеветой, с обманом или даже со сплетнями за вашей спиной. И с кем-то вы разорвете отношения. У нас еще в начале этих 10 дней, да, в начале декабря у вас ложится 8 мечей. Это ведь тоже карта может говорить, что чья-то клевета или чьи-то сплетни, с которыми вы столкнетесь, скорее всего, в начале декабря. Может быть, это на работе. То есть это что-то, какие-то наговоры, которые будут влиять на вашу репутацию, авторитет. Также эти карты могут говорить о недопонимании с кем-то и о разрыве отношений. Но, опять же, эти отношения-то могут быть и с другом, с подругой, на работе с какими-то, может быть, бизнес-партнеры, коллеги. Или, может быть, это в личных отношениях. Ну, как бы здесь 8 ведь тоже какие-то слухи, какие-то коммуникации. Мы сейчас ее уточним. И все это будет вас очень сильно задевать и ранить. Но смотрите, если реально вот что-то будет происходить в эти 10 дней, вот карта гроба говорит, что это может сильно повлиять на ваше самочувствие. То есть здесь может быть даже какой-то нервный срыв или недомогание. Поэтому здесь все-таки постарайтесь так не реагировать, если это, например, на работе. Ну или нужно будет разобраться с человеком. Ну, скорее всего, с кем-то вы здесь отношения прервете. Давайте мы уточним 8 для тех, кто в отношениях или в браке. Да, иногда 8 говорит, что мы проходим какие-то испытания. То ли мы боремся за свою любовь, то ли мы в отношениях боремся друг с другом. То ли мы вообще, вот у нас новые отношения, мы сопротивляемся. Но 8 всегда говорит об улучшении. Кто-то, может быть, отправится в какое-то путешествие. Ну, давайте мы посмотрим 8. Ну вот я говорю, слухи какие-то до вас дойдут, и вы сразу станете в сомнении, оставаться, не оставаться в этих отношениях. Это недоверие. Здесь карта говорит, прежде чем верить слухам, ну хотя бы проверьте, правда это или нет. Потому что 2 говорит, я не доверяю, и у меня сомнения оставаться или уходить, разрывать эти отношения. Это вот птичка принесла. Вот для вас давайте совет получим. Для тех, кто реально что-то услышит. Но здесь страшный суд.
Страшный суд говорит, или мы избавляемся, освобождаемся от чего-то или от кого-то, или мы переводим наши отношения на совсем другой уровень. Просто знайте, что по страшному суду вот то, что вы, какой поступок здесь совершите, какой выбор примете, он в дальнейшем повлияет на ваше будущее. Это еще карта иногда говорит, что нужно научиться прощать. Но за вас тут никто этот выбор не сделает. Конечно, гроб всегда говорит, что все, отношения с кем-то полностью закончены. Но вот все-таки птицы вас предупредили, что это может быть ложь, зависть и клевета. Хорошо, для тех, кто в поиске любви. Да, здесь королева кубков. Мужчины могут встретить такую даму, влюбиться. Ну, а вообще королева кубков у нас это королева любви. Здесь карта вам обещает очень заботливые отношения. Здесь будет и взаимопонимание, и поддержка, и любовь. И здесь карта еще может показывать, что эмоции у вас будут переполнять. Ну, давайте одну карту уточним. Да, это может быть выход из отшельника. Еще для кого-то это может быть знакомство с человеком, который намного старше вас. Ну, например, для женщин это может быть мужчина уже такой в возрасте. Здесь отношения больше будут духовные, нежели сексуальные. Но, может быть, все-таки карта показывает, что вы выходите из одиночества. Может быть, вы ограничивали себя в личной жизни, может быть, карьерой занимались, или был болезненный разрыв, и вам нужно было время вот побыть наедине с собой, понять, нужны вам новые отношения, нет. Хорошо будете проводить вместе время. Но опять вот двойка – это только-только зарождение, это отношения ни к чему не обязывающие. То есть люди встретились, хорошо провели время, куда-то сходили, может быть, секс. Но никто никого ничем не напрягает. Во что дальше они выльются, это уже будет совсем другая история. Ну, во всяком случае, в эти 10 дней вы можете с кем-то познакомиться. Да, королева кубков может говорить, что даже и влюбиться. Но, может быть, пока, вот так как отшельник ложится, пока вы к серьезным отношениям не готовы. Мы смотрим 10 дней. Хорошо, работа, карьера, бизнес у кого есть. Тут 7 пентаклей. Ну, человек посадил вот это дерево, вложил туда свои силы, ресурсы и ждет, когда оно принесет урожай. Да, какую-то толику вы получаете, но, очевидно, для того, чтобы пошла большая прибыль, нужно просто время для развития и роста. Также 7 может говорить, что будет для тех, кто на кого-то работает, может быть, будет небольшое продвижение по карьерной лестнице, может быть, повышение зарплаты. Ну, а если свой бизнес, да, какую-то прибыль вы получаете. Но здесь нет стагнации, здесь есть рост, развитие. Но еще, конечно, эта карта говорит, что кто-то ждет какого-то, может быть, приглашения. Потому что в совет предупреждения у нас ложится рыцарь пентаклей. Если по работе, то это может быть поездка на заработки, в какую-то длительную командировку. Или, может быть, вы ждете вот продвижения по карьерной лестнице. Но как совет она говорит, да, вы его получите. У нас здесь и рыцарь, и в конце у нас этих 10 дней король пентаклей. Может быть, это содействие какого-то богатого человека, это может быть бизнесмен, на которого вы работаете, или это ваш начальник. Тут вот единственное, что, конечно, я сейчас уточню эту 7. Может быть, вы ждете продвижения по службе, но вот здесь кто-то подсуетится. Может быть, какие-то сплетни на работе или какие-то наговоры на вас. Давайте мы эту 7 уточним. Вы ждете предложения какого-то, да. Кто-то ждет каких-то известий, сообщений, чтобы, может быть, уехать. А кто-то ждет, не знаю, может быть, похвалы или какого-то предложения. Хорошо, для тех, кто в поиске работы. 6 кубков может говорить, что встретите вы кого-то из прошлого. Это могут быть люди, с которыми вы работали. Или это может быть какие-то одноклассники, друзья детства. То есть люди, с которыми вы раньше где-то пересекались. Вот от них может поступить какое-то предложение. Еще 6 кубков – это воплотить в жизнь проекты,
которую вы откладывали, но потом, может быть, не было времени, средств, возможностей. Вот сейчас вы можете это воплотить. Это что-то для вас очень важное. Здесь это может быть связано что-то с детьми, работа с детьми, может быть, какие-то сферы, где вот украшают жилье. Это может быть вот дизайн, какая-то студия, интерьеры, может быть, ландшафтный дизайн, что-то связано с цветами, например. Вот все-таки я хочу этот гроб уточнить, что здесь закончится-то. Ну да, кто-то с работы может уйти даже из-за каких-то сплетен, наговоров. Ну, у кого-то отношения, да. То есть это заканчивается какой-то стабильный этап в вашей жизни. Да, но смотрите, все-таки обратите внимание, что здесь могут наговорить, а вы можете поверить. Хорошо, ну вот, может быть, кто-то вам позвонит, или, может быть, это семейный бизнес какой-то. Ну, давайте мы одну карту уточним. Это кто-то близкий для вас. Это или близкий друг, родственник. Это человек, к которому или вы, или который к вам хорошо относится. Для женщин это может быть даже ваш супруг, возлюбленный, отец, брат. Ну, вот я говорю, кто-то близкий. То ли человек вам что-то предложит, то ли вы ему предложите. Но здесь еще, может быть, от человека придет приглашение, например, куда-то уехать. То есть вот птицы всегда показывают пару, два человека. Это может быть любимые люди, а может быть это бизнес-партнеры, родственники. Да, вот какое-то предложение от этого человека может вам поступить. Обратите внимание на это. В финансах тут ведь тоже у нас какая-то дорога. Здесь может быть или вы куда-то уезжаете, там, на заработки, в командировку. Кто-то, может быть, переезжает, смена места жительства. У кого-то, может быть, кто-то приедет. Вот, может быть, человек приедет, например, ваш возлюбленный, был где-то, на заработки ездил, может приехать с деньгами. Или вот вас человек куда-то вызывает, и вы отправляетесь в дорогу. То есть это тратится на какие-то передвижения. Кто-то, может быть, тут решает вопрос с автомобилем. Здесь может быть или покупка, или продажа автомобиля. И в конце этих 10 дней у вас ложится король пентаклей. Карта говорит, если карта показывает вас, если вы собираетесь в конце этих 10 дней начать какой-то проект, бизнес, какое-то дело, то да, это здорово, начинайте, но постарайтесь сохранить уже то, что у вас есть. То есть здесь карта вам не советует рисковать финансами. Если вам какой-то человек что-то предложит по работе, по бизнесу, по каким-то делам, то соглашайтесь. А если что-то посоветует, то обязательно прислушайтесь. Этот человек умеет зарабатывать, но самое главное, он умеет правильно вкладывать эти деньги и сохранять. Вот совет предупреждения ложится рыцарь пентаклей. Карта как совет говорит, что сейчас вам нужно действовать очень спокойно, прагматично. Если вы будете вкладываться в какое-то дело, то не торопитесь, все просчитайте, вот как по королю пентаклей. И если вы что-то начинаете, то постарайтесь довести это до конца. Хорошо, и давайте для овнов получим совет на первую декаду декабря. Действуй. Я с энтузиазмом хватаюсь за благоприятные возможности, которые предоставляет мне жизнь. Да, действуйте, но не спеша и аккуратно. Какой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. У нас расклад для тельцов. Давайте посмотрим, что вас ожидает представителей знака зодиака Телец в период с 1 по 10 декабря по всем сферам жизни. Тельцы. Первая декада декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить?
Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет, предупреждение от Таро. И что нам скажет Ленорман, сюрприз, неожиданность, или на чем Ленорман сделает акцент для вас. Тельцы, первая декада декабря. Да, но как сюрприз, неожиданность. Здесь карты показывают для женщин здесь приятная встреча. Может быть, приглашение на свидание или на какой-то праздник. Также здесь может быть присоединение к какой-то группе по интересам. А по букету это может быть что-то, что вы любите делать руками. Или просто вам интересно то занятие, вот чем эта группа занимается. А для мужчин здесь может быть встреча с очень приятной, красивой, любезной, очаровательной женщиной. Это может быть и новая встреча, а может быть, вы пригласите свою любимую на какой-то праздник, там, вечер при свечах, или сделаете ей подарок, от чего женщина будет очень счастлива. Да, и совет карта говорит, да, балуйте своих любимых. Может быть, для женщин здесь и предложение руки и сердца, но здесь у вас какая-то двойка, мы сейчас ее, конечно, уточним. Потому что в начале 10 дней, в начале декабря у вас вот этот дар, туз пентаклей. Это шанс больших материальных возможностей. Это может быть какая-то крупная покупка или продажа. Это может быть кто-то вам отдаст долг или кто-то подарок. Ну, вот для женщин, может быть, это долгожданный подарок. Для кого-то это может быть весть о беременности. Да, потому что туз пентаклей — это семя. Кто-то, может быть, решает вопрос с недвижимостью, у кого-то новая работа, хорошее предложение. Здесь хорошие перспективы. Может быть, кто-то начинает какой-то проект. То есть вы получаете какие-то финансы, может быть, это кредит, ипотека, может быть, это родители, например, вам помогут, если вы молодые люди. В конце этих 10 дней тут ложится императрица. Да, для кого-то здесь реально известие о беременности. Кто-то из женщин меняет статус, может быть, получение предложения руки и сердца, да, или знакомство новое. То есть вы меняете статус, становитесь возлюбленной, ну, мужчина обретает вот такую императрицу. Но еще это зарождение какого-то творческого проекта, замысла. Но также императрица — это карта матери. Может быть, для кого-то будет сильное влияние мамы в конце этих 10 дней. Ну, может быть, реально какая-то помощь. Ну, давайте мы посмотрим для тех, кто в отношениях или в браке. Здесь ложится двойка, здесь у вас то ли выбор из одного, то ли выбор между какими-то покупками, может быть, вот в связи с недвижимостью. Также это может быть выбор направления, куда поехать, или выбор между двумя людьми. Двойка всегда говорит о каких-то сомнениях и нерешительности. Давайте мы уточним, что вы здесь выбираете. У вас ложится император и императрица. Ну, если меня мужчины смотрят, это вы, скорее всего, здесь выбираете между двумя женщинами. Иногда это выбор между возлюбленной, супругой и мамой. Но я не увидела здесь никаких сложных карт. Скорее всего, у мужчины здесь роль отца. Я говорю, если у кого-то здесь известие о беременности, это вот ответственность, которая налагается на мужчину, что теперь вы не только являетесь супругом, но вы скоро станете отцом. Также здесь может быть решение вопросов по поводу недвижимости. Скорее всего, здесь этим вопросом занимается мужчина. Ну, может быть, реально вот вы что-то покупаете. Двойка-то может говорить выбор между там двумя квартирами или двумя домами. Или может быть выбор между квартирой и домом. Может быть, мужчина вот сделает женщине вот этот сюрприз. Также это может быть у мужчины сомнения
да, вступать, не вступать в брак. Но так как у нас в конце этих 10 дней ложится императрица и в совет ложится паж кубков, он говорит, уже, наверное, пора принимать это решение. Ну, в любом случае, какие бы сомнения и колебания здесь у вас в отношениях не были, мужчина здесь этот вопрос решит. То есть вот как по императору он возьмет бразды правления в этом вопросе на себя. Тут помощь, я говорю, может быть, это император и императрица, может быть, это ваши родители. Вот они вам помогут, например, или куда-то переехать, или купить жилье. Или, может быть, вы хотели пожениться, не было средств. То есть тут помощь идет. Император иногда это отец или какой-то старший по возрасту мужчина. Хорошо. Для тех, кто в поиске любви, старший аркан Иерофант. Вот Иерофант опять это принадлежность к какому-то сообществу, какой-то группе или эгрегору, да, то есть вот здесь, может быть, женщина вступит в какую-то группу по интересам и там может познакомиться. Еще Иерофант может показывать человека из другой страны, другой веры, другого языка. Может быть, это знакомство через интернет. Так, и маг, да, маг. Ну, маг это может быть человек, который, вот у меня прям идет какая-то духовная группа, это лидер, и вот женщина может влюбиться в какого-то гуру или духовного наставника, или своего преподавателя, учителя. Но здесь человек будет мужчина будет очень активен. Здесь карта еще говорит, может быть, очень много сначала будет общения, может быть, это человек, с которым вы дружите. Может быть, вы знаете его давно. А здесь что-то произойдет, и вы, может быть, на человека посмотрите совсем другими глазами. Или, может быть, вы считали человека другом, а он сейчас вам может признаться в любви. Да, вот два старших аркана. Ну, это заканчивается, во-первых, период одиночества. Это может быть, знаете, как вот человек идет очень долго, да, к своей цели, вот к этому дому, который он хочет создать. Вот женщина хочет семью. И период вот этого, когда я чувствую себя оставленной наедине с своими проблемами, заботами, то есть нет вот этого крепкого плеча. Да, по магу здесь, может быть, человек будет вас покорять. Знаете, тут будет притяжение, очень большая активность, напор, красноречие, какие-то очень приятные беседы. Ну и маг это, знаете, человек, который может принять любую личину, чтобы добиться своего. Хорошо. Работа, карьера, бизнес, старший аркан, умеренность. Здесь или ожидание чего-то, или карта говорит, вот эти 10 дней на работе будет все спокойно, не будет никаких происшествий. Может быть, вы как раз вот сейчас обдумываете какой-то новый проект, что-то вы хотите воплотить. Но здесь, скорее всего, вам нужна будет какая-то поддержка. То ли вам нужно будет попросить у кого-то денег, может быть, это ваша мама, может быть, это банкир, или это что-то связано с сельским хозяйством, с недвижимостью. Содействие какой-то женщины может помочь вам начать новый творческий замысел. Какую-то идею, которую вы долго вынашиваете. Здесь или карта говорит, не торопитесь, то есть еще подготовьтесь, или, может быть, уже процесс-то затянулся. Вот с кем-то вам нужно переговорить, чтобы воплотить в жизнь ваш проект. Но для этого вам нужна помощь. Если вы планировали что-то менять на работе, там уходить с одной работы на другую, то карта говорит, пока не время. Ну, во всяком случае, вот в эти 10 дней. А для тех, кто в поиске работы, ну, здесь королева кубков. Опять же, содействие какой-то дамы. Вот в совет предупреждения, да, паж кубков, который может перейти в королеву. То есть здесь может быть какое-то предложение, какие-то новости придут. Может быть, вам предложат, например, партнерство. Потому что вот здесь вот две дамы смотрят друг на друга. Да, вы, может быть, вложиться вам придется финансами.
А эта женщина даст вам какую-то идею. Вот этот кубок, который вы можете вместе начать по императрице. Но здесь какой-то будет очень стабильный заработок. Да, работать придется, но и перспективы будут хорошие. То есть вы реально можете заработать. Потому что птицы это всегда двое. Это может быть бизнес-партнерство. Вот вам поступает предложение. Для мужчин здесь может быть поддержка также от вашей возлюбленной, супруги, от мамы, может быть. Или, опять же, вот эта женщина, у нее очень сильно развита интуиция. Может быть, она вам даст какой-то совет, прислушайтесь. Ну, еще по деньгам. Здесь может быть получение прибыли. Также это траты на дом. Вот если кто-то здесь переезжает, это может быть тратиться, да, на риэлтора еще. А также это украшать дом. Это покупки недвижимости, покупки в недвижимость, мебель, бытовая техника. То есть королева Пентаклей, она всегда любит вокруг себя красоту. Кто-то из женщин, может быть, будет тратиться на свою внешность, там салоны красоты, какие-то, может быть, процедуры. Ну или, может быть, покупка одежды, шопинг. Да, и в конце этих 10 дней у вас ложится императрица. Это, я уже сказала, смена статуса для женщин. У кого-то, может быть, зачатие, рождение малыша. У кого-то, может быть, помощь от мамы. Мужчины здесь уже готовы к каким-то более серьезным отношениям. Ну и Паш Кубков говорит для мужчин особенно, да, ну, радуйте своих любимых женщин. Если вы реально вот тут дружили давно, то сделайте уже, признайтесь, да, признайтесь, откройтесь, что вы любите. Скорее всего, вам ответят взаимностью. Но еще обратите внимание на детей и используйте предложенный вам шанс. Вот, может быть, для тех, кто ищет работу. Хорошо, давайте для вас еще получим совет. Тельцы, совет на первую декаду декабря. Лети к свободе. Я расправляю крылья и лечу. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. У нас прогноз для близнецов. Первая декада декабря. Давайте посмотрим, что вас ждет представителей знака зодиака Близнецы. Период с 1 по 10 декабря по всем сферам жизни. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта. У кого они есть? Отношения или брак? Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы. Ваши перспективы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет, предупреждение от Таро. И давайте посмотрим, что вам скажет Ленорман. Близнецы, первая декада декабря. Сюрприз, неожиданность или на чем Ленорман делает акцент. Да, ну вот как сюрприз, неожиданность или на чем Ленорман делает акцент. Здесь карта показывает, что у женщины есть очень верный, сердечный мужчина, на которого она может полностью положиться, но еще она может ему доверять. Он сохраняет в браке и в любви чистоту. Здесь может быть у мужчин поездка по работе. Если женщина сомневается, там, отпускать, не отпускать возлюбленного или супруга, а вдруг он там мне
изменит, то вот здесь карта как раз на этом и делает акцент, что нет, только вы в его сердце. Но также здесь может быть еще от какого-то родственника или друга, но человек, скорее всего, в возрасте, здесь может идти поддержка или помощь. Тут или может быть какое-то влиятельное лицо, которое занимает пост. Здесь от него может пойти какое-то или предложение. Вот тут тоже вот совет предупреждения. Король Пентаклей ложится. Это тоже человек, который добился большого материального богатства, хорошего положения. Потому что вот по работе, конечно, и по деньгам здесь не очень хорошие карты. То есть кто-то может уйти с работы. Ну, и если вы на кого-то работали, а если вы там бизнес-партнерство у вас было, то здесь вот, может быть, человека вы поймаете на чем-то, что, может быть, вас обманывали. Потому что здесь ложится карта войны. А для тех, кто в поиске, да, здесь встреча с очень благородным человеком. Опять же, здесь будет очень сильная духовная связь, но еще вот я и сказала, что человек будет очень надежный, верный. Может быть, он добился большого, высокого положения. Но, может быть, все-таки будет старше. Хорошо. А в начале это может быть ваш настрой, это ожидание какой-то поездки. Поездки, переезда. У кого-то здесь решается вопрос, может быть, покупка или продажа автомобиля. Но у кого-то, может быть, в браке, вот мужчина собирается куда-то уезжать. Может быть, это поездка в какую-то длительную командировку, или это переезд, например, по работе. Но в совет карта говорит, он там добьется то ли хорошего положения, то ли он закрепится и хорошо заработает. Это может быть поездка и за границу куда-то по работе. Также здесь какие-то покупки, может быть, это, вот как я сказала, автомобиль. Еще это может быть недвижимость или покупки в дом. Там бытовая техника, мебель, ну, смотря что. Может быть, кто-то здесь реально переезжает, смена места жительства, и будете обустраиваться на новом месте. Вообще колесница всегда говорит, что мы берем контроль над какой-то ситуацией. Может быть, решаем проблемы финансовые или проблемы, например, с жильем, с автомобилем. Когда у человека есть машина, то он становится независим ни от кого, потому что все-таки передвижение это играет большую роль в нашей жизни. Может быть, и тут автомобиль покупается именно для заработка. Ну, а если смотреть на отношения, да, у кого-то здесь может быть новые отношения, новая любовь. Если для тех, кто уже состоит в отношениях в браке, то рыцарь Пентаклей это может быть представитель земной стихии, телец, дева, козерог. Или карта показывает, что отношения очень стабильные, но они надежные, зрелые. И вы, если вот человеку нужно сейчас куда-то уехать, то карта говорит, не волнуйтесь, человек вам верен. Вот для тех, кто в поиске, да, императрица, вот здесь вот как раз, тут может быть, знаете, знакомство, например, в какой-то поездке. Вы куда-то можете поехать там по делам, по работе. Знакомство в дороге. Ну, например, женщина за рулем, там колесо пробили, да, вот кто-то остановился вам помочь, и может завязаться отношения. Может быть, какое-то путешествие, или человек приедет там, где вы находитесь, может быть, в командировку или по делам. Но в любом случае императрица всегда для отношений это смена статуса. То есть женщины становятся возлюбленными, мужчина обретает такую даму. Но вот в конце этих 10 дней по старшему аркану «Страшный суд» это ощущение, что да, я встретил того человека, с кем я хочу провести оставшуюся жизнь. Вот на работе давайте мы одну карту уточним. Да, пятерка это может быть какая-то закулисная война против вас, интриги, наговоры. То есть здесь или вы можете быть втянуты в какой-то конфликт, или вы сами можете этот конфликт раздуть, ну, если кого-то поймаете на том, что человек, например, вас обманывал, подставлял, или начальству какие-то кляузы на вас наговаривал. А может быть, здесь и конфликт как раз и с начальством. Может быть, что-то обещали выплатить, а обманули, например. Давайте мы уточним. Да, еще и Паш. Получение каких-то неприятных известий, новостей.
Здесь, конечно, вот эти карты говорят, что, скорее всего, с этой работы вы уйдете. Также это может быть, знаете, вот по пятерке это коллектив, это ужасный коллектив. Здесь может вам поступить предложение, вот как я говорю, от этого короля Пентаклей. Если человек вам что-то посоветует, прислушайтесь. Если что-то предложит, соглашайтесь. Здесь может быть помощь от какого-то человека, который хорошо к вам относится, может быть, по работе. Потому что и колесница может говорить о получении новой работы. И страшный суд– это вот избавление, освобождение от чего-то тягостного. Может быть, это реально с коллективом. Также эта пятерка может быть вообще карта показывает крушение каких-то надежд, неприятные новости. И тройка мечей в деньгах говорит, что вы уходите. Вы могли надеяться на получение какой-то, например, должности. Но вас могли обмануть. Или вы хотели, например, уйти в отпуск. Девятка– это получение результата. Но это больше вот эмоциональное удовольствие. Но здесь удовольствия, скорее всего, не было. А для тех, кто в поиске работы, здесь ложится паж Пентаклей. Здесь поступит то ли предложение от кого-то, то ли помощь. Еще эта карта может показывать, что для получения хорошей работы нужно получать знания. Нужно чему-то учиться. Вот чтобы стать королем, нужно не только продвигаться по карьерной лестнице, получить хорошую, да, вот стабильную работу, нужно все-таки, может быть, еще пройти какие-то курсы, тренинги, коучинги, то есть еще обучаться. Ну, а пажи всегда шансы. Вот я говорю, может быть, какой-то человек, который то ли старше вас, то ли это, может быть, ваш отец, дедушка для кого-то, может быть, какой-то человек, который занимает хорошее положение, может вам что-то предложить. Обязательно соглашайтесь. Ну, или даст вам финансовую помощь на начало какого-то, может быть, дела. Это, знаете, по страшному суду, это куда нас тянет душа, это заняться своим предназначением. Потому что тройка мечей в деньгах, у кого-то здесь реально потеря работы, потеря источника заработка. Но еще тройка– это вот какие-то планы не осуществились, надежды какие-то были не исполнены. От чего-то вы отказались. Это вот разочарование и огорчение. Если у кого-то здесь были судебные дела, то здесь, скорее всего, вам нужен будет какой-то специалист, знающий, который поможет вам вот это судебное дело завершить в вашу пользу. Может быть, нужно будет нанять, например, адвоката. Ну или хотя бы проконсультироваться. Потому что в конце 10 дней это выход из какой-то тяжести. Это вот что-то очень долго тянулось. Или, как я говорила, здесь освобождение, избавление от какой-то ситуации, когда вам приходилось постоянно то ли нападать, то ли от кого-то защищаться. То есть эта карта говорит, что какая-то дверь у вас закрывается, а какая-то открывается. Это может касаться и работы, но и любви. У кого-то, может быть, здесь это смена места жительства, переезд. А совет предупреждения я уже практически сказала, да. И еще, если вы тут начинаете какие-то новые дела, то да, это здорово, начинайте, но постарайтесь сохранить то, что у вас уже есть. То есть здесь нельзя рисковать деньгами. Хорошо, давайте получим совет, близнецы. Первая декада декабря. Возделаю свое богатство. Богатство Вселенной наполняет мою жизнь. Ну вот, сейте какой-то новый урожай. Будь то в отношениях, будь то в работе. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего. Хорошо, у нас прогноз для раков. Первая декада декабря. Давайте посмотрим, что вас ждет по всем сферам жизни. Представители знака зодиака Рак с 1 по 10 декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви, в отношениях, у кого они есть? Для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы.
Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. И давайте посмотрим Ленорман, Раки. Первая декада декабря. Сюрприз, неожиданность или на чем Ленорман хочет сделать акцент. Смотрите, как сюрприз, неожиданность, у нас здесь карты сказали, что вы можете получить хорошую прибыль как-то неожиданно для вас. Здесь могут прийти какие-то деньги, переводы. Кто-то может выиграть в лотерею или в каком-то розыгрыше. Кто-то узнает, может быть, что вам оплатили какие-то счета или какие-то кредиты закрыли. Конечно, это от медведя, это может идти от мамы, например, там, от какого-то родственника. Или это покровитель, или это может быть сообщение от начальства, например, что вам выплатят премию или повысят зарплату. Потому что и в деньгах здесь тоже получение какой-то прибыли. У кого-то здесь может быть помощь. Вот опять Иерофант — это карта рода для тех, кто в отношениях или в браке. Здесь может идти помощь финансовая, например, для проведения какой-то церемонии. Кто-то, может быть, вступает в брак, кто-то может там крестить ребенка, например. Ну, то есть вот получение хорошей прибыли, но это как-то как неожиданно. Может быть, получение наследства, например. По клеверу это всегда что-то для нас неожиданное. То, на что мы не рассчитывали. Хорошо, в начале этих 10 дней у вас ложится страшный суд. Страшный суд всегда несет перемены. Это может быть избавление, освобождение от какой-то ситуации, от какой-то проблемы. Карта говорит, что вот это выход из тяжести, может быть, реально вот кто-то здесь пытался там, не пытался, а вводился в наследство, и были какие-то судебные разбирательства по поводу там недвижимости, движимости, каких-то денег. Вот здесь карта говорит, что вы, наконец-то, этот вопрос у вас закрывается. Но страшный суд всегда говорит, что это в вашу пользу. То есть это окончание каких-то проблем, которые тянутся очень долго. Еще эта карта несет перемены, например, смену работы, переезд на новое место жительства или, например, тяжесть. Вот женщина очень долго ждала, когда мужчина наконец-то созреет и сделает ей предложение. Да, вот здесь Иерофант для тех, кто в отношениях, может показывать вступление в брак, венчание или, там, смотря к какой вы конфессии относитесь. Еще, конечно, здесь идет помощь от рода. Может быть, это реально решение вопросов, например, с жильем. Ну, давайте посмотрим Иерофанта. Да, здесь у кого-то, может быть, были какие-то кредиты. Или вот, да, какая-то ситуация тянулась, долго тянулась. Наконец-то она в эти 10 дней, в начале декабря, она решится. Здесь еще Иерофанты могут показывать какого-то специалиста, который поможет вам наконец-то завершить этот процесс. Еще, если вы были в отношениях с несвободным человеком, это вот помешанный, это быть в любовном треугольнике. Так, то здесь может быть предложение руки и сердца. Может быть, у человека тянулся вот этот процесс развода, дележки имущества. Наконец-то это завершается. Но еще, говорю, тут помощь идет, финансовая помощь от старших людей. Может быть, вот реально с покупкой недвижимости или с исполнением какого-то вашего заветного желания. Ну, например, вы получаете предложение руки и сердца, но понимаете, что свадьбу сыграть у вас просто нет денег. Здесь вам помогут. Еще двойка — это выбор. Это может быть выбор, куда поехать в свадебное путешествие. Потому что повешенный — это то, что все закрыто. Вы здесь будете выбирать, куда вы сможете уехать.
без каких-либо препятствий. Ну и, может быть, покупка недвижимости. Опять же, выбирать. Для тех, кто в поиске любви, да, паж кубков — это только-только зарождение чувства. Это знакомство, приглашение на свидание, комплименты, знаки внимания. Поэтому знакомьтесь, да, есть шанс влюбиться. То есть вот это вот страшный суд, это может быть в начале декабря, да, это освобождение из тяжести какой? Тяжести одиночества. И в конце этих 10 дней вы уже хорошо будете проводить вместе время. Работа, карьера, бизнес, десятка жезлов, да, очень большая нагрузка. Тут карта может говорить или какие-то завалы вам нужно разгребать, или здесь чрезмерная вот нагрузка, какие-то требования, и вам, может быть, не хватает опыта, знаний, умения. Да, это все проходящее. Тут просто нужно время, чтобы привыкнуть. Также десятка может говорить, что есть у вас какие-то там, может быть, кредитные обязательства, может быть, брали суды на развитие бизнеса. Это вот именно согнуться под ношей вот этих обязательств, там кредитные, может быть, налоги, аренда, но что-то такое, что вам тяжело выплачивать. Здесь, конечно, карты говорят, что от кого-то помощь вы получите. Вот я говорила в самом начале, что вот как сюрприз вам будет, что какой-то человек, покровитель или родственник ваш, который может закрыть все эти ваши обязательства. Давайте одну карту. Ну вот, видите, как подписание каких-то договоров, ясность в каком-то вопросе. То есть десятка перешла в туз. Да, вот новость приходит, что эти жезлы с вас кто-то, может быть, снял. Или, может быть, на работе, например, на вас навалили всех собак. Здесь вам нужно будет вот составить с кем-то разговор. Тут, может быть, конечно, в советы башни ложиться. Карта говорит, если вам реально тяжело и не та плата, какова нагрузка, может быть, вы здесь, вот при помощи какого-то человека, вы здесь можете сменить работу. Кто-то может вообще уехать на заработки. Или для того, чтобы выйти вот из этой кредитной кабалы, например, как вариант, или с какой-то тяжести, здесь то ли вы заключаете какой-то договор, сделку, получаете заказ, который поможет вам наконец-то вздохнуть свободно. То есть вот какой-то человек, вот письмо это может быть еще заключение договора, вот как удачный шанс наконец-то выйти из каких-то сложных условий. А для тех, кто в поиске работы, да, старший аркан дьявол уже говорит, что очень хочется найти работу, причем хорошую и с заработками. По башне совет предупреждения тогда нужно что-то менять. Нужно или менять сферу, где вы ищете, или нужно куда-то уезжать. Давайте посмотрим. Или если сами вы не можете ничего начать, вам не хватает денег, то вам нужен спонсор. То есть с кем-то заключить или партнерство, или какой-то договор, или поддержку от кого-то получить. Здесь еще может быть по дьяволу это что-то связано с творчеством. Есть у вас какая-то задумка, и хочется вам очень ее начать. Но вот и карта говорит, если вам денег не хватает, значит вам нужен партнер. В виде чего? В виде спонсора или в виде с кем-то вместе начать. В одиночку вы, скорее всего, это не потянете. Финансы. Ну, здесь какие-то траты, может быть, на недвижимость, покупка, может быть, автомобиля. Также это получение прибыли. Это какая-то удачная сделка, которая поможет вам встать на ноги. У кого-то здесь поездка, то ли на заработки, то ли кто-то уже приедет с заработанными деньгами. Но в любом случае тут карта говорит о стабильном заработке, если это работа, или о помощи. И в конце этих 10 дней, девятка кубков, это карта удовольствия. Это может быть приглашение на какой-то праздник, это может быть для тех, кто познакомится, это хорошо проводить время, может быть вечер при свечах, какая-то интимная остановка. Но в любом случае вот эта карта всегда говорит, что забудьте, все проблемы, все трудности остаются у вас позади.
Еще это карта исполнения желания и удовольствия. Вот, может быть, кто-то уйдет с какой-то тяжелой работы, и вот это то ли занятие чем-то своим, то ли здесь карта говорит очень хороший коллектив, работать над каким-то проектом вместе, но здесь и работа вам будет нравиться. Вот по страшному суду это найти свое предназначение. Совет предупреждения башня. Если вы сейчас вот чувствуете себя как в темнице, что вас что-то сдерживает, вот знаете, башня это вот как тюрьма, это вот какие-то ограничения, то вот сейчас карта говорит, постарайтесь освободиться от всего этого. Если в вашу жизнь идут перемены, вот по страшному суду, то не сопротивляйтесь им. Потому что после башни всегда приходит звезда. То есть появляется какая-то надежда. Хорошо, давайте получим для вас совет. Раки. Первая декада декабря. Отправляйся в путь. Я отважный путешественник, бороздящий Вселенную. То есть перед вами открываются какие-то новые возможности, пути, а кому-то реально нужно будет куда-то уехать или переехать. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас расклад для львов. Давайте посмотрим, что вас ждет с 1 по 10 декабря. Представители знака зодиака Лев по всем сферам жизни. Львы, первая декада декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней, в начале декабря? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз или неожиданность. Львы, первая декада декабря. Сюрприз, неожиданность или на чем-то Ленорман сделает вам акцент на какой-то ситуации. Тут смотрите, вот как сюрприз, неожиданность или на чем делает акцент. Здесь или очень удачный шанс по работе. Здесь может быть, или вот карта показывает мужчин, например, львов, что вы можете занять очень хорошее положение. Тут или, может быть, получить хорошую прибыль, например, какой-то крупный заказ. Или здесь может быть продвижение по карьерной лестнице. Также удачный шанс может быть заключить какой-то договор или сделку. Ну, это с кем-то. То ли тут предложение от какого-то человека поступит. И вот для тех, кто в поиске работы, здесь тоже очень хорошие вот эти 10 дней поменять статус в работе. Конечно, по лисе еще это или проявить вот эту лисью изворотливость, да, не сидеть на попе смирно. Вот вам и четверка говорит, совет предупреждения. Не ждите предложений, действуйте сами. Или карта говорит, может быть, даже пойти на какую-то хитрость, чтобы получить какие-то, может быть, или карьерные возможности, или получить работу. Ну, в любом случае подсуетиться. Еще вы можете кого-то поймать на обмане, но этот обман будет раскрыт. Это уж не знаю, с кем в отношениях. Потому что вот здесь вот для тех, кто в отношениях в браке, тут может быть какой-то конфликт небольшой возникнуть. Ну, не знаю, может быть, муж от жены там заначку спрятал. Хорошо, в начале
этих 10 дней, в начале декабря, у вас ложится восьмерка жезлов. Это карта коммуникаций. Это может быть очень много общения через телефон, интернет, какие-то звонки. А восьмерка всегда говорит, что приходят какие-то неожиданные новости. Они, в принципе, ожидаемые, но они могли прийти раньше, чем вы рассчитывали. Также карта это обещает быстрое развитие в каком-то вопросе. Это может быть продвижение к завершению чего-то. Также карта говорит о большом количестве передвижений. Кто-то может куда-то отправиться в дорогу, кто-то может даже перелет на самолете. То есть вот для тех, кто в отношениях или в браке, поступает какая-то новость, которая вот заставит вас сорваться куда-то в путь. Может быть, это звонок по работе, может быть, это какие-то домашние семейные дела. То есть нужно будет срочно решать какой-то вопрос. Еще, конечно, это карта или защиты, или нападения. Может быть, я говорю, тут какая-то хитрость, может быть, по деньгам. Женщина найдет заначку, да, и возникнет небольшой конфликт. Также рыцарь мечей может говорить о возникновении какого-то спора. Да, и этот спор может перейти прямо в конфликт. Ну, давайте мы все-таки уточним, что здесь. Какие-то официально судебные дела. Вот вы что-то оформляли или что-то ждали. Например, каких-то официальных документов. Или, может быть, какие-то были судебные издержки, там судебные дела. Здесь вам приходит новость, но вам нужно будет как-то реагировать очень быстро. То ли прям ехать, вот сорваться в дорогу, для того, чтобы, может быть, получить эти документы. Или, может быть, здесь новости приходят о том, что вам нужно куда-то уезжать. Разрешительные какие-то документы. Может быть, это вот опять же связано с работой. В совет, да, ложилась карта изоляции. Может быть, кто-то собирается, например, уезжать куда-то за границу, там, по работе или вообще переезжать. То есть приходят новости. Но в предупреждении, да, четверка легла, может быть, не в эти 10 дней у вас эта поездка состоится. У кого-то здесь может быть, конечно, в отношениях. Восьмерка может говорить, что кто-то влюбился. Здесь может быть война в отношениях и подача документов на развод. То есть вы человека поймаете на лжи, что, например, вас обманули. Придут какие-то, на телефон вам кто-то позвонит, что видели кого-то. Или, может быть, смс-ки какие-то, или в телефоне вы увидите какую-то переписку. Так, сейчас. Еще это могут быть сделки, договора. Тут для мужчин здесь вот какая-то ситуация, которую вы ждали, разрешается. Тут или с отношениями связано. Ну, если бы рыцарь мечей не лег, я могла бы сказать, кто-то тут, наоборот, вступает в брак. Ну, по деньгам тут еще какое-то предложение по работе, или какой-то новый путь. Может быть, реально кто-то из мужчин уезжает куда-то на заработки. Но не в эти 10 дней. Тут еще, смотрите, если реально вы там о чем-то узнали, это желание вот для женщин, например, да, подать на развод. Здесь карта говорит вам: не спешите, возьмите паузу. Сначала все продумайте. Вот не парите горячку. Ведь это могли быть хитрость, это мог быть обман. Вот не рубите с плеча, как рыцарь мечей. Вот отрубил и все. И видеть тебя не хочу, и знать не хочу. Может быть, это и неправда. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, да, ну еще пока мы сейчас посмотрим. Десятка мечей это, да, это карта одиночества. Она всегда говорит, что да, десятка заканчивается. Но, может быть, пока не в эти 10 дней. Так, давайте мы уточним одну карту. Верьте. Карта говорит: верьте, ваш человек обязательно вас найдет. Но вот пока не эти 10 дней. Звезда это что-то далекое. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, король пентаклей, тут мужчина может продвинуться по карьерной лестнице и занять очень стабильное положение.
Это может быть сфера банковская, недвижимости, сельское хозяйство, какие-то инвестиции, вот эти вложения, биржа, ну что-то такое, что связано вот с тем, что стоит на земле. Но так как это не ваша масть, может быть, здесь будет покровительство вот от такого человека, какое-то, может быть, предложение по работе. Почему карта говорит, если этот человек вам что-то предложит, соглашайтесь, а если что-то посоветует, то прислушайтесь. Но все-таки у нас в деньгах лёс туз кубков. Это все-таки какое-то новое начало. Это может быть новая работа. Вот для тех, кто, да, туз и десятка. Или, может быть, это какое-то предложение о новой должности. Если вы хотите здесь вот по тузу кубков начать какой-то новый бизнес, проект, может быть, вы на себя работаете, карта говорит, да, начинайте, но постарайтесь сохранить уже то, что у вас есть. То есть деньгами рисковать не стоит. Для тех, кто в поиске, да, десятка кубков, это карта нахождения работы. Это может быть присоединиться к какому-то бизнесу, к какой-то сплоченной команде. Это может быть начало семейного бизнеса. Карта говорит, что вы будете довольны и коллективом, и самой работой. И с этими людьми вы можете добиться больших успехов. Но для этого вот не лежать и ждать, да, когда это мне кто-то позвонит, а все-таки птица — это коммуникации, это разговоры, это звонки. То есть вам нужно вот оказаться по клеверу в нужное время, в нужном месте. Ну, а в деньгах туз кубков здесь может быть даже исполнение какого-то вашего желания. По деньгам именно. Может быть какой-то подарок, дар. Это может быть вот нахождение новой работы или начало какого-то нового проекта. Да, у кого новая работа, это открывается канал. Кто начинает какой-то проект, это, скорее всего, будут траты, вложения. И в конце этих 10 дней у вас ложится дьявол. Дьявол может показывать, опять же, исполнение какого-то вашего заветного желания, но это что-то связано с материальным миром. Это может быть что-то с недвижимостью, судебные дела, наконец-то освободиться от какой-то зависимости, обрубить какие-то путы, которые вас держали. Может быть, у кого-то здесь дьявол и вот рыцарь мечей. У кого-то здесь может быть измена, да. Это может быть реально подача на развод. Но вот все-таки в совет вам сказали не спешить. Ведь дьявол — это тоже и обман, и ложь, и манипуляции. Еще это, конечно, вот эти две карты могут говорить, кто-то себя чем-то порадует, вот что-то вы купите, но, скорее всего, это не что-то дешевое. Это вот податься на какие-то искушения. Ну, если финансы позволяют, почему бы нет? Давайте мы дьявола уточним. У кого-то здесь страстное желание — это свадьба, это решение вопросов с жильем, это еще нахождение работы. И вот кто собирается уезжать, это вот переехать куда-то. Но это в предупреждении карта сказала не в эти 10 дней. Очевидно, еще вот эта изоляция будет вам мешать реализовать задуманное. А кто-то освобождается вот от судебных дел, может быть, по поводу наследства или какой-то недвижимости. Хорошо, давайте для вас совет получим. Львы, 1 декабря. Радуйся жизни. Меня переполняет детская жизнерадостность. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. Хорошо, у нас расклад для дев. Давайте посмотрим, что вас ждет. Представители знака зодиака Дева в период с 1 по 10 декабря. По всем сферам жизни. Что у вас будет происходить в начале декабря? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас? Для тех, кто в поиске работы, вашей перспективы.
финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Ленорман, Девы, первая декада декабря. Сюрприз, неожиданность или на чем-то Ленорман хочет сделать вам акцент. Да, смотрите, вот Ленорман сказал, что будет у вас какой-то важный разговор, который ни к чему не приведет. Вот у вас и в начале декабря туз мечей. Это внести ясность во что-то. Это вот составить, да, разговор с человеком, расставить все точки над «и» и прийти к какому-то соглашению или какой-то ясности. Но вот эти карты говорят, что разговор-то состоится, но вы ни о чем не договоритесь. С кем это? Это может быть в отношениях, здесь какие-то ограничения. Это может быть по работе. Может быть, какие-то ваши семейные обстоятельства, дела. То есть вот в важном для вас договоре, то есть он для вас будет пустой. Но это очень для вас необходимо будет с кем-то договориться. Ну, тут или договориться, или все-таки разъяснить. Тучи легли, они сказали, что вы не получите понимания. У кого-то здесь еще могут быть проблемы со здоровьем. Но здесь не так все серьезно, может быть просто упадок сил. А вот упадок-то сил может быть из-за того, что с кем-то вы не можете разрешить какую-то ситуацию. Вот туз мечей, да, это может быть вот реально ваш настрой. Уже все, давай уже решим что-то и придем к общему знаменателю. Ну, давайте мы уточним тогда в отношениях восьмерка. Это может быть, конечно, не свобода, какие-то стесненные обстоятельства. Может быть, у вас отношения с несвободным человеком. Может быть, наоборот, вы в браке и вас втянули в любовный треугольник. Ну, это как вариант. То есть карта показывает, что в отношениях вы переживаете какой-то очень сложный этап. Может быть, для этого вам и хочется уже прийти к какому-то соглашению. Ну, для тех, кто в отношениях, в браке, может быть, это вот именно или давай, выбирай, я там, или она, или он. Давайте мы посмотрим. Да, у меня здесь несколько вариантов. У кого-то проблемы со здоровьем в плане того, что, может быть, не можете забеременеть. По тузу мечей это вот какая-то, может быть, операция. То есть вот ограничение в здоровье, чтобы стать мамой. Может быть, это ЭКО. Или надо вот что-то, да, операцию какую-то сделать, чтобы этот вопрос решить. Может быть, птицы тогда говорят, вы консультируетесь с каким-то специалистом, но по тучам, скорее всего, не могут понять, в чем проблема. То есть, знаете, как говорят, да вы можете мамой стать, но мы не знаем, почему вы не беременеете. Или же императрица — это решай уже, да, или жена, или я. Или наоборот, убирай любовницу. У мужчин тут тоже может быть выбор между возлюбленной и женой. Совет предупреждения — карта смерти. Она говорит, нужно от чего-то отказываться. От того, что уже не жизнеспособно. Но если вы, например, в отношениях с женатым мужчиной, и он тянет, то вы должны понимать, что вы тратите жизнь на этого человека. А впереди у вас тучи. Непонятно, примет он это решение, не примет. Также здесь может быть еще в отношениях, в любви, да, вот желание уже все этим мечом отсечь. То есть это может быть подача на развод. Уход. Уход из одних отношений в другие. Мужчины могут уходить из брака, а также, знаете, еще тут восьмерка
Хочется, да, куда-то к новым берегам отправиться, но ограничения есть в плане того, что, например, жилье. Да, у нас как? Если я уйду, значит, или я сам останусь без квартиры, или поделить невозможно. То есть есть что-то, что вас сдерживает. Это может быть еще, конечно, ответственность за детей. Но как бы смерть сказала, что уже пора на что-то решаться. Может быть, этот вопрос-то затянулся. Для кого-то здесь пришло время обрести свободу, вот из каких-то ограничений выйти. Если вы с женатым человеком и понимаете, что он никогда этот вопрос не решит, значит, нужно эти отношения заканчивать, как бы тяжело не было. Так, хорошо. Здесь могут быть еще, знаете, ограничения, например, с какой-то поездкой, с переездом, сменой места жительства. Может быть, кто-то ждет каких-то разрешающих документов, чтобы вот куда-то переехать. Но, скорее всего, не в эти 10 дней. Нет, еще потому что десятка. Тут еще вот десятка, конечно, если отношения были с несвободным человеком, это, знаете, вот очень тяжелая энергозатратная связь, которая, кроме как неприятностей, вам ничего не доставляла. Ну и покинуть этого человека вам страшно. Или для тех, кто был в браке, человек, может быть, постоянно налево смотрел. Это, знаете, вот тащить вот эту нагрузку за семью, за детей. Мужика этого тащить на себе. Говорить, что да, это мой крест. А вам говорят, хватит тащить на себе эти кресты. Освобождайтесь. Сбрасывайте из себя вот это, что вы тащите на себе. Для тех, кто в поиске любви, да, старший аркан влюбленные, это карта любви, романтики, любовная встреча. Это может быть сексуальное притяжение. То есть карта обещает вам не только любовь, влюбленность, но и страсть. То есть как бы совет здесь для вас. Карта говорит, что вы прошли какой-то период трансформации. Может быть, у вас было завершение отношений, может быть, даже брака. То есть карта говорит, сейчас вы на пороге любви. Работа, карьера, бизнес. Здесь ложится король жезлов. Но если карта показывает вас, например, вот мужчин, дев, скорее всего, вы или занимаетесь чем-то своим, какой-то, может быть, свой собственный бизнес, скорее всего, стабильный, успешный. Или, может быть, вы занимаете пост руководителя, менеджера. Это там, где нужно руководить другими людьми. Но карта всегда несет успех в делах. Может быть, даже какое-то соперничество, конкуренцию. Может быть, это бизнес-партнеры. Может быть, это ваш начальник. Здесь может поступить предложение, например, о новой работе. То есть вот был проект, над которым вы работали, но вот что-то по тучам. Может быть, вы перестали друг друга понимать, или у вас разные взгляды на ваш бизнес, вашу работу. Тут то ли вы меняете работу, то ли вы тут расходитесь с кем-то. Вот туз мечей — это что? Это попытаться с кем-то договориться и прояснить ситуацию. Но, скорее всего, у вас не получится. Не получите вы взаимопонимания. Сейчас еще одну карту. Здесь от этого человека может пойти предложение о новой работе. Тут то ли вместе что-то делать, то ли это просто человек говорит, там у нас место освободилось. Вы знаете, здесь по девятке вы будете полностью довольны и самой работой, и коллективом. Ну и тут и перспективы хорошие по восьмерке. Это начало нового карьерного пути. Да, здесь придется учиться, оттачивать мастерство, но и перспективы роста хорошие. То есть вот по мере того, как вы будете становиться мастером, будет расти ваш финансовый достаток. Может быть, здесь еще по работе вот от вашего начальника поступит предложение куда-то пойти учиться, может быть, на какие-то курсы, которые помогут вам продвигаться по карьерной лестнице. Здесь, конечно, карта говорит, соглашайтесь. Может быть, предложение вообще о новой должности. Да, вот десятка в конце говорит, может быть, вот сначала, если вы получаете какую-то новую должность или работу, вам будет мало хватать еще вот умений, знаний, опыта. Будет сложно. Но это все период проходящий. Пройдет какое-то время, и вы научитесь, и все у вас будет хорошо. А
А вот для тех, кто в поиске работы, здесь помощь нужна от кого-то. Тут или вам нужно будет обзвонить людей, которых, может быть, вы знали когда-то, может быть, с кем-то работали, или помощь финансовая поступит для того, чтобы вы что-то начали. Также карта говорит, если вот сейчас вы вложитесь в какое-то новое дело, новый бизнес, все это в дальнейшем хорошо окупится. Может быть, это что-то связано или с интернетом, мир, да, вот тут деньги, мир. Или, может быть, здесь по смерти вообще нужно куда-то уехать, вот к каким-то новым берегам. Может быть, вы для тех, кто в поиске, ждете каких-то сообщений вот от кого-то. Но пока все тучи, вот эти 10 дней, карта говорит, еще нужно подождать. Может быть, вот из-за того, что происходит в мире, вы не можете куда-то, например, уехать. Еще по шестерке вас могут позвать присоединиться, например, к какому-то проекту, бизнесу. Но, может быть, для этого вам нужно будет финансово вложиться. Вот опять карта говорит, да, вас ждет успех. А в деньгах у вас старший аркан мир. Тут могут быть какие-то переводы, например, из-за границы. Какие-то деньги, вырученные, например, от работы в интернете. В любом случае, эта карта успешная, но все-таки это как-то за пределами того места, где вы находитесь. Если кто-то планирует иммиграцию, это может быть вот именно траты на оформление каких-то документов, вот разрешений, приглашений. И в конце этих 10 дней у вас ложится десятка жезлов. Да, карта может показывать, что нужно будет внести ясность в какой-то затяжной вопрос. Вот что-то завершить. То ли тут с отношением нужно все-таки уже вот по смерти, да, уже ставить точку, убирать вот эту нагрузку, которую вы тащите. Еще это могут быть какие-то выплаты, например, там налоги нужно будет закрыть. Много очень обязательств каких-то финансовых, может быть. Если у кого-то здесь состоится, например, переезд, может быть, вы долго не могли что-то продать или что-то купить, то десятка — это именно переезд. Это очень большая нагрузка, это вот собрать вещи, упаковать все, перевести. Это вот тяжелое, да. Но в любом случае это приятно, если вы переезжаете. А в совет предупреждения старший аркан смерть, да, нужно убирать из своей жизни все, что больше вам не нужно. Все отжившее. Будь то какая-то ненужная работа или отношения, которые уже не жизнеспособны. Когда мы из своей жизни освобождаем место, убираем, да, то, что держит нас вот как ярмо на ногах, не дает нам двигаться вперед, то у нас появляется место для новых возможностей, перспектив. Перед нами открываются новые дороги. Хорошо. Совет Девы. Первая декада декабря. Прими то, что есть. Я принимаю и обнимаю свое внутреннее величие. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.